Неподалеку от города Клуж-Напока расположена одна из самых крутых достопримечательностей Румынии – соляная шахта Салина Турда. Но для того, чтобы увидеть всю эту красоту, нам вначале нужно приобрести билет и попасть внутрь. Сразу оговорюсь, что зайти в Турду можно по одному из двух входов – старому и новому. Старый менее комфортный и туннель там дольше. Поэтому особо смысла ехать туда я не вижу. Мы же сейчас прибыли к новому современному входу, который выполнен в очень симпатичном футуристическом стиле. Новый вход вынесен за пределы города, а потому тут нашлось место для того, чтобы оборудовать большую парковку и даже полноценный пляж с парочкой целебных соленых озер. Правда, само собой, эта плюшка покажется вам полезной, если вы прибудете сюда в теплое время года. Ну и пока мы не спустились под землю, давайте я сразу поумничаю и поделюсь с вами несколькими полезными советами, о которых стоит задуматься, пока вы еще там, наверху. Первое. Парковка на стоянке бесплатная, но лишь в пределах 2 часов. И это как бы сразу намекает, насколько по времени рассчитаны подземные развлечения. Честно говоря, в 2 часа, конечно, можно уложиться, но если вы, как и я, любите совать свой любопытный нос во все щели, то лучше заложите на прогулку часа 3. И учтите, что последнего туриста в Турду пускают в 16:00. Приезжайте заранее. И второе. Турда очень продвинутое место. У нее есть отдельный сайт и даже мобильное приложение с бесплатным аудиогидом и кучей полезной информации. Поэтому обычный гид вам не понадобится. Все самое важное можно почерпнуть онлайн. А еще онлайн можно приобрести билеты, чтобы не стоять в очереди. Но я бы порекомендовала лучше обратиться в кассу, и с этим связан мой следующий совет. Оплачивать в Турде можно банковской картой, но это правило работает лишь наверху. Если же внизу вы захотите купить билет на какой-то из аттракционов, то там принимают только наличку. Поэтому лучше заранее подумать и купить билетики еще на входе. Подниматься потом 100 метров вверх будет совсем не прикольно. И раз вы уже бежите наверх, то прихватите с собой курточку. Внизу круглый год всего 12 градусов. Ну и напоследок порекомендую обратить внимание на карту, которую вам дадут на входе. Мы же сейчас в шахте, которую проектировали для шахтеров, а не туристов. Можно заплутать и упустить по дороге какую-нибудь интересную комнатку. Стоит уточнить, что Салина Турда – это не одна, а целых 4 шахты, которые объединены вместе подземным туннелем, по которому мы и гуляем. Но для туристов доступны для посещения лишь 2 из 4. Вторые 2, Мина Антон и Мина Йосиф, закрыты. Правда, в последнюю частично можно попасть. У ее верхушки оборудован небольшой балкончик, который еще называют комнатой эхо. Можно крикнуть с балкона, и эхо многократно отразится от пустой шахты. В ближайшие годы шахту Йосифа планируется также обустроить. Уже подготовлен план инвестиций, чтобы превратить ее в еще один крупный объект комплекса. Ну а пока тут можно немного отвести дух и просто покричать. Помимо основных шахт в Турде имеется еще и несколько небольших ответвлений. Например, Мина Жизела, там расположено что-то вроде кафе и лечебный центр, где можно заказать соляные процедуры. Дышать соляным воздухом крайне полезно. Такая концентрация соли очищает воздух, убивая почти все микроорганизмы и аллергены. Я даже рискнула проверить, действительно ли в шахте все вокруг сделано из настоящей соли или это бутафория. В общем, все взаправду.
Концентрация соли аж зашкаливает. Можно смело, как и местные, приезжать сюда на целый день и оздоровляться целебным соленым воздухом. Второй интересной комнатой я бы назвала зал Кривак. Тут расположен уникальный в своем роде механизм, который использовался для добычи соли. Фактически это просто хитрая лебедка, которая вращалась при помощи лошадей и позволяла поднимать соль со дна шахты в транспортную галерею. Там же за стеклом размещены экспонаты, демонстрирующие, как добывалась каменная соль в шахте в древние времена. Соль в этой шахте добывали еще во времена Римской империи, правда только на поверхности. В промышленных масштабах шахту Турда начали разрабатывать в XI веке. Число 1271 размещено на гербе Салиной Турды не случайно. Это год, когда впервые в официальных документах встречается упоминание о местных соляных рудниках. Салина Турда проработала не одно столетие. Технологии добычи менялись, а шахты все углублялись и углублялись, из-за чего добыча постепенно становилась менее эффективной. На какое-то время Турду вдохнула вторую жизнь проведенная модернизация. В 1853 году была выкопана транспортная галерея. Это тот самый горизонтальный туннель, по которому мы с вами и попали внутрь. Только в те времена по нему были проложены рельсы, по которым соль вагонетками на лошадиной тяге доставляли на поверхность. Но все же в 1932 году соляные шахты были окончательно закрыты и простояли пустыми еще полвека. За все время из этих шахт было извлечено более 3 миллиардов тонн соли. В 2009 году на средства Евросоюза провели работы по реконструкции соляной шахты. Ее превратили в тот крутой футуристический объект, ради которого мы сюда и прибыли. Но чтобы увидеть все прелести современной реконструкции, нам необходимо перебраться из галереи в первую шахту. Для этого вначале нужно спуститься на этаж ниже по старинным деревянным ступенькам, которые имеют свое особое название – лестница богатых. Ее соорудили специально для императора Австрии, когда он прибыл в Салину Турду для осмотра своих владений. Шахтерам же при этом пользоваться лестницей категорически воспрещалось. Доводилось спускаться вниз классическими путями. Лестница стоит здесь уже много веков, встретила десятки миллионов туристов и при этом до сих пор выглядит вполне пристойно. Секрет в особом сорте древесины, смола которой нейтрализирует разрушительное действие соли. Сейчас деревянные балки уже настолько сильно впитали в себя белое золото шахты, что кажется, как будто вся конструкция целиком вырезана из цельного соляного кристалла. Спустившись с лестницы, мы попадаем на верхний этаж мина Рудольфа. Трапециевидный купол шахты Рудольфа имеет размеры 50 на 80 метров с глубиной 42 метра и представляет собой настоящее произведение искусства. Шахта является самой молодой и стала последней зоной добычи соли в Салиной Турде, из-за чего свободное пространство здесь максимально широкое, а потому основную часть аттракциона разместили именно в этой шахте. По периметру верхнего этажа размещены консольные балкончики. Правда, вид с них несколько ограничен страховочными сетками. Очень высоко. Прям голова кружится. Так, не теряем время и отправляемся вниз. Спуститься можно двумя способами. Либо на красивенном панорамном лифте, либо по узкой деревянной лестнице. Лифт, конечно, быстрее и изящнее, но в спуске по лестнице есть своя романтика. 13 этажей, 172 ступени и вы у цели. На каждом этаже есть небольшая табличка, на которой выгравирован год разработки этажа. И тут мне опять придется отвлечься и пояснить, что это за этажи такие и как вообще в те года проходила разработка соляных шахт. Для начала на поверхности производилось бурение небольшой скважины на глубину порядка 15 метров. Если в проходе была обнаружена соль, то на отдалении нескольких метров делали второе контрольное отверстие. В случае успеха отверстия расширялись и вниз спускались 2 вертикальные лестницы, где шахтеры раскапывали круглый пятачок. Когда пятачок соли был извлечен,
углублялись на высоту человеческого роста и опять выкапывали новый пятачок, но уже чуть шире предыдущего. Так, год за годом шахта росла вниз, создавая под землей солевой купол. Видите, вот те два отверстия под потолком. Это как раз и есть те изначальные скважины, которые затем сформировали шахту. Если присмотреться, то на стенах можно заметить горизонтальные линии каждого этажа и проследить многовековую историю формирования купола. Внизу шахты Рудольфа находится основной развлекательный центр комплекса. Здесь есть детская площадка, мини-гольф, фотогалерея, бильярд, настольный теннис, футбольное поле, боулинг и даже амфитеатр. В обычные дни он пустует, но иногда здесь дают концерты, выступают группы или же проводят семинары. В общем, в шахте есть все, что душе угодно. Шахта, мини-гольф, бильярд, колесо. Серьезно? Ах да, я же совсем забыла рассказать о чертовом колесе. Вы только представьте, румыны умудрились затянуть сюда полноценное колесо обозрения. Теперь мысленно отмотайте немного назад и только представьте, сколько усилий нужно, чтобы по этим узким коридорам и лестницам затащить сюда, под землю, весь вот этот вот парк развлечений. Ну и в особенности огромное колесо. Снимаю шляпу перед инженерами, кто придумал все это. Побывав здесь, начинаешь понимать, почему Салина Турда внесена в список 7 чудес Румынии. Вполне заслуженная награда. Столько света, столько развлечений. Интересные ходы такие. А еще здесь есть сувенирный центр, где можно приобрести магнитики, брелоки или, скажем, соль для ванной, ну или другие памятные безделушки, чтобы потом дома с релаксом вспоминать незабываемые эмоции, полученные во время путешествия. Терминал под землей. И да, вот за сувениры под землей легко можно оплатить банковской картой. А если хочешь покататься на колесе, то погонят тебя наверх за билетиком. Обидно. Но помимо аттракционов, есть в шахте Рудольфа еще одно интересное место. Это балкон. Но вот куда, скажите мне, может вести балкон под землей? Правильно, в другую, еще более глубокую шахту. И вид вниз просто завораживает. На дне соседней шахты Мина Терезия нас ожидает настоящее подземное озеро. Балкон здесь образовался не случайно. Рудольф и Терезия – это две единственные шахты комплекса, которые расположены рядом друг с другом, и по задумке они давно должны были срастись в одно общее пространство. Но так как добыча соли была заброшена, то шахты остались на разной высоте. И теперь созерцать красоту подземного озера можно непосредственно с шахты Рудольфа. Спуститься ниже можно также двумя способами – лифт и лестница. Лестница тут покороче, поэтому рекомендую размять ножки. Правда, учтите, что тут вам не променад, достаточно узко. Разминаться на лестнице при наличии толпы не слишком комфортно, но зато какая же красота ожидает вас внизу. Вау. Очень странное чувство. Страшно и страшно красиво. Такое ощущение, что это место оставили инопланетяне там несколько десятков лет назад. Это самая старая и самая глубокая шахта в комплексе Салина Турда. Ее глубина составляет 112 метров,
А на ее дне сформировано уникальное соленое озеро глубиной около 6 метров, покрывающее примерно 80% поверхности шахты. В центре озера расположен мимишный островок, из-за чего шахта приобрела форму бублика. Вы могли бы подумать, что это творение дизайнеров, создавших здешний парк развлечений, но это не так. Остров создало само время. В 1880 году, когда шахту закрыли, на ее дне все еще хранилось большое количество добытой соли. Доставать соль на поверхность сочли неблагоразумным и просто бросили там. За 150 лет забвения влага, содержащаяся в воздухе шахты, постепенно конденсировалась на потолке и каплями падала вниз, формируя озеро. А из остатков брошенной соли сформировался остров. Чтобы гостям было легче попадать на остров, в соседней копальне Рудольфа выкопали лифтовую шахту на высоту островка, а затем соединились с ним красивым деревянным мостиком. Для туристов в шахте предусмотрено парочку развлечений. Первое и по совместительству самое крутое – это поплавать на лодочке по подземному озеру. Удовольствие недорогое. Аренда трехместной лодочки на 20 минут обойдется вам примерно в 6 евро, и я однозначно рекомендую вам это сделать. Какие-то уникальные детские эмоции вызывают возможность на такой глубине погрести на лодочке. Очень веселое и прикольное развлечение. Причем все веселье можно не только снимать на камеру, но и сразу транслировать в сеть. Минус 100 метров под землей. Озеро, лодочка, весла и Wi-Fi. Когда я проплывала под мостом, то обратила внимание, что на стене шахты оборудована небольшая площадка, и все гадала, зачем она тут понадобилась. Оказалось, что соорудили ее мастера из команды Red Bull в 2020 году, чтобы установить здесь мировой рекорд. Первый в истории человечества клифф-дайвинг, прыжок под землей. Задачка, знаете ли, была со звездочкой. Вода здесь не подарочек, с очень высокой плотностью из-за повышенной концентрации соли. Атмосфера во время прыжков здесь, наверное, царила просто потрясающая. Кстати, про веселую атмосферу. В шахте отличная акустика, поэтому во время поездки можете побаловаться с эхом. А иногда и эхо может баловаться с вами. Необычно. Так как в соседних шахтах параллельно проводятся работы, то временами по шахте разносилась бавовночка. Ну а если вспомнить, что в то же время в Румынии происходило землетрясение, то можно понять, откуда появилось мое беспокойство. Правда, не одни хлопки беспокоили меня в шахте. Даже обыкновенный громкоговоритель тут звучит как-то мрачно. Ну вот точно, база инопланетян, и пора из нее выбираться. Вторым развлечением в шахте, помимо лодочек, являются посиделки. Нет-нет, я вполне серьезно. Из-за огромной глубины и влажности именно на дне шахты Терезия воздух самый-пресамый полезный. Поэтому для туристов тут были оборудованы беседки со скамейками. Причем изготовили их со стильной подсветкой и в потрясающем футуристическом стиле. Здесь есть беседки в форме цветка, лодочки и даже нечто ежика. Единственное, что меня расстроило в этих всех посиделках, так это люди. Вот даже табличку повесили «Не обрисовывайте». Но, судя по состоянию скамеек, это не особо помогает. Правда, долго посидеть мне не дали. Граммофон в очередной раз ругнулся, непрозрачно намекая о том, что шахта скоро закрывается, и мне пора бы уже отчалить. А значит, пора заканчивать путешествие и по традиции подбиваем итоги. Думаю, я смело могу рекомендовать такое необычное путешествие, даже если вы собрались в поездку всей семьей. Невероятная атмосфера подземного парка развлечений,
в шахте, да еще и оформленного в таком туристическом стиле, точно запомнится вам надолго. Салина Турда стала одним из символов Румынии. Это очень популярная туристическая достопримечательность, которую ежегодно посещает около 1 миллиона туристов, и она абсолютно заслуженно была внесена в список самых красивых мест на планете. Приезжайте, вы не пожалеете. Съездили за солью.